Раньше, когда слышала от взрослых: «Ох, время не бежит, а просто летит», то думала: о чем это они говорят? Время как шло, так и идет себе. Даже порой медленно, особенно когда ждешь чего-то очень хорошего. Свой день рождения, праздника, подарка или перемены. Некоторые уроки так долго длятся. Но начались мои ежедневные встречи с вами, и вспомнились эти слова. Ведь для меня время будто тоже ускорилось. Вроде только у микрофона сидела, и вот он вновь передо мной. Нет, радость общения с вами совсем не уменьшилась. Настроение прекрасное. Искренне говорю, вернее говорим. Максик же со мной. Здравствуйте, наши слушатели! Пока не забыла. Обращаюсь сразу к сверстникам, желающим завести щенка. Все хорошо и отлично. Однако об одном «но» хочу предупредить. Картина. В кровати уютно, тепло, так сладко спится. А ты вместо лишних полчаса в этом раю вынужден окунуться в темную, серую и иногда даже дождливую реальность улицы. И ничего не поделаешь, четвероногий друг нуждается в ранней прогулке. Но остальных плюсов столько, что это неудобство меркнет перед ними. Да, еще важный момент. Световой день прибавляется, температура воздуха повышается, впереди весна, лето. Дорогие мои, как говорят в нашей семье, оптимистам не просто нужно быть, им быть замечательно. Ну, к щенячьим новостям. За прошедшую неделю Максик заметно подрос. Жаль, что нельзя ставить отметки на косяке двери, как делали родители, когда мы с Мишей росли. Заставить эту Юлу спокойно стоять на месте невозможно. Да и мама моим черточкам после свежего ремонта вряд ли была бы рада. Максюшка и весе прибавил. Когда после прогулки беру на руки, ощущаю это и думаю: хорошо, что слоника себе не завела. Радует, что щенок быстро привык к установленному распорядку. Ночью никому не мешает, спит спокойно в своем гнезде, изредка посещая по надобности пеленку в коридоре. Вы думаете, утром под звук будильника я встаю? Нет, сползаю с кровати. А у двери уже ждут счастливые глаза и милая мордашка. Пропеллером мелькает виляющий хвост, прыгает, радуется. Как тут поворчишь? Так что даю себе команду. София, вперед на прогулку. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Правда, зноя как раз и нет, но друг точно со мной. Утренняя прогулка у нас с Максиком короткая, ведь меня, к сожалению, зовет школьная труба. Мини-информация. Выводить щенка желательно каждые 3 часа, особенно после еды. Кормить лучше до того, как сами садитесь за стол. Мое обоснование этому: дабы не травмировать ранимую душу щенка запахами и не вынуждать превращаться в попрошайку. Максу очень повезло, что папа с мамой в основном работают в режиме хоум-офиса. По необходимости всегда могут с ним выйти на улицу. Но я это, конечно, по-другому преподношу. Ох, и повезло вам, дорогие родители, что у меня щенок. Мини-прогулки полезны для здоровья. Ваши глазки получают возможность отдохнуть от
компьютера. А после школы, конечно, с Максом долго гуляю. У нас активные игры на воздухе, с мячиком, палкой. Недавно Макс нашел каштан. И давай его подбрасывать и ловить. В общем, творческий подход в нем проявляется. Было смешно, когда решила познакомить его с мыльными пузырями. Вначале слегка растерялся, не понимая, что это, да еще в таком количестве. Но Максик быстро пришел в себя и ринулся в сражение с пузырями. Видно, рассмотрел в них врага. В Максе мне нравится все, но больше всего его привязанность и любовь ко всем членам семьи. Вначале немного ревновала, ведь, по идее, я его хозяйка. А потом вдруг поняла, так это же здорово, он любит всех, так же, как и я всех люблю. Для Макса очень важно, чтобы дома были все. А если кого-то нет, ложится с вещью отсутствующего и начинает поскуливать. А когда дома полный комплект, наступает время его визитов каждому. И при этом принимает активное участие в жизни навещаемого. Если не помогает папе писать лекции, то может с ним спортом заняться. Подстраховывает маму во время зумов. Вдруг она что-то забудет, а он тут как тут подскажет. Со мной точно пройдет всю программу 5 класса. А вот вместе с Мишей с друзьями по телефону разговаривает. Так что у всех он первый помощник. И инструменты найдет, и отвертку принесет. Ну, само собой, как же сборка мебели и без него? Но бывает, от нас отдыхает, сам себя развлекает. Играет с игрушками, мячиком. Однако на этом не останавливается и начинает поиск нового и необычного. Именно таким стало открытие шикарной по понятию Макса вещи – туалетной бумаги. Вот уж точно настоящее богатство. И сразу сработало чувство собственника. Скорее к себе, пока не отобрали. И бац, туалетная бумага уже у него в гнезде. Хотела уже закончить сегодняшний выпуск, но не смогла без маленького дополнения, подтверждающего еще раз, какое же наш Максик чудо. В субботу утром папа решил сам выгулить щенка. Смотрит, а Макс уже под моей дверью сидит в ожидании. Папа ему и говорит: «Максик, пойдем». А тот в растерянности смотрит, как бы давая понять: «А как же София? Утром я же всегда с ней гуляю. Может, подождем?» Пришлось папе его уговаривать. А вернувшись с прогулки, щенок не мог дождаться, когда мы с Мишей проснемся. И был полный восторг и радость от возможности видеть нас и поздороваться с каждым. Ну скажите, как не восторгаться нашим Максиком? Да, он чудо, еще какое! Недаром так долго его ждала. Теперь радуюсь от души. И не только я, остальные тоже. Вот только не вспоминают, кому должны быть благодарны за появление в доме Максика. София же скромная, о своей заслуге молчит. Молчит, но помнит о ней. Хорошо помнит. А что? Мне, как младший, лишний довод для повышения своего статуса в семье никогда не помешает. Конечно, шучу. Ведь погода у нас дома, в отличие от
уличной, февральской. Замечательная. Наши с братом бои местного значения ее не портят. Они достаточно редкие. И в основном так, для поддержания формы в пикировании словами и остротами. Ой-ой-ой, а время-то уже выходит. Еще бы я вам рассказывала и рассказывала. Но надо же и оставить на потом, на наши с вами очередные посиделки. Вот и Макс со мной согласен. Поглядывает на меня. Да, София, заканчивай, пойдем уже гулять. О, смотрите, а новая неделька уже полетела. И ее приземление – это следующая суббота. День нашей с вами встречи. Всем вам чудесного настроения и побольше улыбок. Да, лайки, будьте любезны, не забудьте. Пока!